Ты сейчас смотришь это видео, и тебе кажется, что это твой выбор, ты нажал сам, никто тебя не заставлял. А теперь плохая новость. Тому, кто показал тебе это видео, вообще плевать, нравится оно тебе или нет. Ему важно ровно одно. Сколько секунд ты не уйдешь, не понравилось, не полезно, не запомнилось, просто не ушел. И под эту одну цифру перестроился весь интернет, который ты смотришь. Сегодня разберем, как именно и почему ты досмотрел до этой секунды не совсем добровольно. Сначала как было раньше. До 2012 года платформа считала просмотры. Просмотр засчитывался почти сразу. Открыл, получил. И интернет мгновенно понял, что делать. Заголовок про одно, внутри вообще другое. Ты открывал, злился, закрывал. А просмотр уже засчитан, то спасибо, до свидания. Платформа посмотрела на это и сказала: так, стоп. И поменяла главную метрику. С просмотров на время просмотра. Звучит скучно. На деле это был день, когда интернет свернул не туда. Потому что кликбейт никуда не делся. Он просто переехал внутрь видео. Теперь недостаточно, чтобы ты кликнул. Нужно, чтобы ты остался. И вот тут начинается инженерия. Открой любой ролик и послушай первые 5 секунд. Там никогда не будет спокойного вступления. Там будет вопрос без ответа. Или обещание, или крик. Потому что именно на первых секундах уходит больше всего людей. Автор это видит. Буквально. У него есть график, красивая падающая кривая, на которой видно каждую твою скуку. Провал на минуте 2, значит, там было честно, но медленно. И в следующем видео этой честности уже не будет. Так удержание переписывает не только монтаж, оно переписывает то, что автор вообще решается сказать. Каждые 30 секунд должно что-то происходить. Шутка, поворот, смена картинки, звук. Не потому что так лучше, а потому что иначе ты уйдешь. Кстати. Заметил, что я до сих пор не сказал главного? Это тоже прием. Держу интригу, чтобы ты не закрыл. Я делаю ровно то, о чем рассказываю. Прямо сейчас. И вот тебе доказательство, что система работает. Сейчас будет реклама. И ты, скорее всего, останешься. Остался. Отлично. Значит, я тоже неплохо натренирован. Пойдем дальше. Удержание это не только внутри видео. Оно снаружи. В самой ленте. Ты закончил ролик, и следующий уже запускается. 5 секунд на решение. Обычно ты его не принимаешь. И... это не лень, это спроектировано. Пауза требует усилия, продолжение не требует ничего. Знаешь, какая функция была самой скандальной за 10 лет? Автовоспроизведение. Его включили по умолчанию. Не спросили. Просто включили. И большая часть людей его так и не выключила. Потому что настройки открывает примерно никто. Но самое интересное не здесь. Самое интересное, что удержание съело даже длину. Раньше видео заканчивалось, когда тема заканчивалась. Теперь оно длится столько, сколько выгодно. Отсюда 10-минутные ролики с 5-минутной мыслью. Отсюда вода, повторы но об этом чуть позже. Да, я это тоже говорил дважды. Никто не злодей. Просто все играют по правилам, которые не писали. А теперь про то, что это делает с тобой. Ты когда-нибудь ловил себя на том, что смотришь и не помнишь что? Час прошел, информации 0. Это не сбой, это нормальный результат работы системы. Потому что она оптимизирует не твою пользу. И даже не твое удовольствие, а только твое присутствие. Тебе никогда не показывали то, что тебе нужно. Тебе показывали то, от чего ты не отворачиваешься. А это вообще-то две очень разные вещи. Еда, от которой ты не отворачиваешься, это не самая полезная еда. Человек, от которого ты не отворачиваешься, не обязательно хороший человек. С контентом ровно так же. Самое цепкое почти никогда не самое ценное. Цепкость легко измерить, ценность почти невозможно. И система, естественно, оптимизирует то, что умеет считать. Это не заговор, это просто арифметика, которая работает на каждом. Но последствия у нее вполне человеческие. Что с этим делать? Честно, не знаю универсального ответа. Но есть одна привычка, которая ломает механизм. После каждого видео спроси себя: я это выбрал или мне это подсунули? 3 секунды. Больше не надо. Этой паузы достаточно, чтобы автовоспроизведение перестало работать. Потому что вся система держится на том, что ты не остановишься, а ты можешь. И да сейчас тебе предложат следующее видео. Возможно, даже мое. Я не буду делать вид, что мне все равно. Мне не все равно. Я живу с этого. Но я хотя бы говорю тебе, как это устроено. А дальше решай сам. Первый раз за долгое время по-настоящему сам. Если досмотрел до конца, ты либо сильный, либо я хорош. Скорее второе. Подписывайся, если хочешь. Только осознанно. Все, я пошел. Пока.